Всем привет, с вами Ганзи. Это новая серия сюжета «Цепи судьбы». Не перестаю благодарить вас всех, кто поддерживает этот канал, этот сюжет материально, ведь это сейчас очень важная поддержка из-за ограничений Ютуба. Также огромный респект всем тем, кто проявляет актив. Это комментарии, это лайки, это репосты друзьям, и также спасибо всем, кто подписывается и ставит колокольчик для уведомления. И отдельная благодарность тем, кто подписывается к нам в телеграм-канал, ведь там выходит всякая разная инсайт-инфа, бывает сливаю туда новые превьюшки до выхода серии. Также с нашей группы ВКонтакте мы репостим в Телеграм посты интересные. Ну и в Телеграме, как правило, уведомления о новых видео и о запуске стрима приходят даже лучше, чем на Ютубе. Это будет некая подстраховка для тех, кто хочет побыстрее увидеть новое видео или залететь на стрим и быть одним из самых первых. Но это «Цепи судьбы», 25-я часть. Глава 25. Клинок предателя. «Обита, очнись!» «Капитан, проснитесь!» Когда я открыл глаза, то увидел купол листвы деревьев. Они обдувались ветром и мелодично тряслись в причудливом танце. «Обита, слава богам, ты очнулся!» Прозвучал голос Рин, надломившийся в самом конце. Я повернул голову, все еще чувствуя боль в висках. Ее лицо было серьезным и сосредоточенным. И хоть голос выдавал весь спектр ее беспокойства, внешне она сохраняла самообладание. Во многом потому, что вокруг нас собралась часть других шиноби листа. Они напряженно смотрели за тем, как Рин водит руками вдоль моего тела. «Рин!» – тихо проговорил я, взяв ее за руку. «Все хорошо, слышишь? Я в норме». «Если бы ты был в норме, то не потерял бы сознание», – все так же строго ответила она. «Я проверила твое тело. К счастью, твои точки чакры не задеты, как и основные крупные сосуды». «Вот видишь», – ответил я, улыбаясь, но тут же был прерван. «Но даже несмотря на это, сейчас твой уровень чакры был близок к критически низкой отметке. Что здесь произошло, Обита?» Я повернул голову в другую сторону. Шисуи, который поймал мой взгляд на себе, проговорил. «Капитан, нам важно понимать, с кем вы столкнулись. Пожалуйста, не упирайтесь, а то Рин-сенпай меня убьет. Я ведь поддержал вашу идею». Он неловко улыбался, пытаясь хоть как-то сгладить обстановку. Пожалуй, что он, что Рин, только они могли осознать степень надвигающейся угрозы. Делать нечего. У меня нет сил придумывать отговорки или как-то юлить. Просто расскажу правду. «Хорошо. Помогите мне сесть, и я все расскажу». Когда двое чунинов прислонили меня к стволу дерева, я размял только что вылеченное плечо и начал свой рассказ. По мере повествования лица моих товарищей менялись, изображая смесь ужаса с отвращением. Те, кто не присутствовали с нами, и вовсе не хотели верить в то, что одна девушка могла так жестоко уничтожить целый отряд шиноби. Послышались перешептывания, которые пересекла Рин, прося дать мне закончить рассказ. Я старался не упускать деталей, которые могли бы навести остальных на мысль о происходящем. Также намеренно не стал говорить о силе Камуи, хотя по взгляду Рин понял, что она уловила суть моей мысли. Услышав ваше приближение, Шина решила ретироваться. К сожалению, я не смог ее остановить. Простите меня. Виновато проговорил я, склонив голову. «Не волнуйтесь, капитан Учиха», – дружно ответили несколько парней, что прибыли вместе с Риной Шисуи. «Вам не за что извиняться, ведь мы тоже опоздали». «Кстати», – вдруг понял я, – «действительно, что с вами произошло? Неужели были еще враги помимо Шина? Все целы? Где остальные?» Каждый свой вопрос я сопровождал все более беспокойным тоном. Мысль о том, что кто-то мог пострадать из-за моей недальновидности, доводила меня до отчаяния и ужаса. «Тише, тише, капитан», – успокаивающе проговорил Шисуи, похлопывая меня по плечу. «Все хорошо, почти все члены отрядов тут». «Почти все? Кума, ему пришлось бежать», – ответила Рин, грустно покачав головой. «Бежать? Почему?» «Как мне сказал Рю», – продолжил Шисуи, – «это случилось из-за стычки внутри группы. Кума и шиноби скрытой травы наткнулись на ловушки. Очевидно, что их поставила та девушка. Наши союзники посчитали это попыткой Канохи расправиться с ними. В итоге завязалась потасовка, и Кума сбежал». «Чертовы глупцы! На кой черт нам это надо?» – воскликнул я, ударяясь затылком о ствол дерева. «Понимаю ваше негодование, но все же послушайте», – мягко проговорил Шисуи. «Шиноби скрытой травы поспешили
поспешили на место встречи, дабы убедиться в нашем предательстве, но, увидев происходящее, поняли, что все не так однозначно. Рин-сэмпай убедила их в необходимости действовать слаженно и собрать все силы. Я взглянул на Рин, она улыбнулась мне, не сказав ни слова. Я заметно сжал ее ладошку, так сильно, как только мог. Более того, она помогла раненым союзникам, во многом это спасло ситуацию. Также прибыл Рю со своей группой, они тоже попали в похожие ловушки. В их головах появилась аналогичная мысль, что кто-то решил расправиться с группой. «И, конечно же, завязалась совсем не дружеская перепалка?» – проговорил я, мерзко ухмыляясь. «Да, как вы догадались?» – совершенно искренне удивляясь, спросил Шисуэ. «Ха!» Даже если бы меня через 100 лет спросили, что бы они делали, я бы ответил точно так же. Но это не важно, чем все закончилось. Шиноби скрытой травы не очень-то и поверили в то, что есть и третья сторона конфликта. Они все еще убеждены в том, что мы все подстроили. Однако их капитану, что согласился работать с нами сообща, нам удалось решить конфликт без кровопролития. Он распределил своих людей, но те ничего не нашли. По крайней мере, я в этом уверен. Наш враг слишком умен, чтобы оставить за собой явный след, если только не хотел бы заманить нас в ловушку. «Твоя правда», – проговорил я, вставая на ноги. «Так или иначе, нам трудно будет убедить этих индюков в том, что все не так, как они себе напридумывали. Пусть думают, что хотят. Сегодня я отчитаюсь перед главой деревни, и мы сможем получить информацию. Правда, остается вопрос с ранеными». Я посмотрел на Рин, которая довольно грустно глядела мне в глаза. «Рин, все хорошо, Обита. Динамика хоть и слабая, но положительная. И я все еще не могу понять, что отравляет их организм, но уверена, что близка к разгадке. Нам рано сдаваться. Я верю, что ты обязательно справишься», – проговорил я, улыбаясь. «Ты ведь наш незаменимый медик». Все дружно положили руки на плечи Рин, она смущенно опустила голову, затем вытерла уголки глаз, а когда встала, подняла руку вверх и громко проговорила, показывая всем лучезарную улыбку. «Тогда все наши товарищи уйдут из этой деревни целыми и невредимыми». «Да!» – дружно поддержали мы. «Давайте отправляться», — сказал я. «Нам нужно похоронить тех бедняк». Шисуй, понимающе кивнул. Думаю, ему больше остальных хотелось почтить память погибших в этой жестокой бойне. Пока мы двигались назад, я поравнялся с Рин и тихо проговорил. «Ты в порядке? Выглядишь удрученный». «Все, что здесь происходит, похоже на один большой кошмар, как будто злой рок навис над этой маленькой деревней. Война всегда оставляет свои шрамы. Ты прав, но меня не покидает чувство, что здесь не только в этом дело, отчужденные жители друг другу, ненависть шиноби, теперь еще и некий культ. Слишком много всего именно в тот момент, когда мы оказались тут. Не считаешь это странным?» «Считаю. По правде говоря, я уже пару дней задаюсь схожим вопросом. Но чем больше пытаюсь найти ответ, тем больше получаю вопросы. Рин, я прошу тебя быть предельно осторожной. Не хочу, чтобы с тобой что-нибудь случилось». «Осторожной? Обита, да я же целый день в больнице. Да и Тамадачи за мной присмотрит». От упоминания о нашем знакомом я невольно надул щеки и ответил. «Вот этого я и боюсь. Этот Тамадачи не упустит возможности приударить за тобой, хоть он мне Я осекся, ощущая, что чуть не сболтнул лишнего. Рин лукаво улыбнулась, чувствуя, что поймала момент для излюбленного занятия — шутка над Обита. «И чего он тебе там пообещал, певуче протянула она. «Неужели ты так волновался, что за мной могут ухаживать?» «Нет, я же верю тебе. Просто он обещал, что присмотрит за тобой, пока меня нет рядом. Вот», — отмахивался я как мог. «Вот как?» — удивленно ответила Рин. «Ну, тогда я не против, чтобы он за мной присматривал». Воцарилась тишина. Мое лицо стало каменным, а внутри я избивал себя, желая сдохнуть. Неожиданно Рин засмеялась. «Обита, ты так забавно выглядишь, когда ревнуешь». «Рин, нехорошо так шутить, я же...» «Знаю, ты меня сильно любишь, я тебя тоже. Так чего переживать-то? Ты такой дурачок, когда дело касается этих вещей». «Вот как... Прости». В этот момент она поцеловала меня в щеку и сказала: «Ну, мне очень приятно, что ты переживаешь за меня, хоть и в такой странной манере. С тобой всегда весело, и я чувствую себя в безопасности». «Правда?» «Еще бы. Думаю, спустя время любой мальчик будет меня за километр обходить, если так и дальше пойдет». «Рин, прости, не удержалась». Вновь засмеялась она. Как бы я ни старался дуться, ее добрая улыбка и шутки невольно вызывают смех и у меня. Мы двинулись чуть быстрее. «Рин, у меня будет к тебе просьба». «Просьба? Ты не часто меня о чем-то просишь.
Я заинтригована. Неправда. В общем, в деревне есть одна семья, у них больна мама, и я бы хотел «Не продолжай», — ответила Рин, смотря на меня с искренней благодарностью. «Я обязательно помогу, что бы там ни случилось. Но ты ведь и ситуации не знаешь. Это не так важно. Я верю, что твоя просьба идет из чистых побуждений, ведь это же ты. Спасибо, что так доверяешь мне». Я потерял дар речи. Ей не нужно было даже знать, в чем дело, чтобы согласиться потратить свое время на обещание, которое дал я. Рин без тени сомнения согласилась сделать что угодно, лишь бы помочь и поддержать мою идею. Пожалуй, мне и правда стоит поучиться доверию. Мы похоронили погибших совместными усилиями. В эти минуты никто не ссорился и не устраивал драк. Все мы были согласны в том, что эти люди не заслужили такой участи. Все работали в едином порыве почтить память этих шиноби. Когда каменные могилки были сделаны, мы встали в два ряда и молча стояли. Шисуи, что находился рядом со мной, сжал свои детские кулачки, пытаясь сохранить обладание. Я аккуратно взял его за руку. Он посмотрел на меня округлившимися глазами. Я наклонился и слегка прошептал: «То, что ты сильный, это хорошо, но не убивай чувства внутри себя». Мальчик, понимающе кивнул. Я грустно улыбнулся и специально немного повернул голову в сторону дальних могил. Краем глаза я заметил, как в детских глазах пошел небольшой град слез. Взрослые, что находились рядом с нами, понимающе кивнули. Даже шиноби скрытой травы выразили понимание в данной ситуации. Когда все закончилось, Рин обняла Шисуи, который к концу нашей символической минуты молчания вернул самообладание. Он говорил спокойно и крайне ласково. «Рин-сэмпай, ну вы чего? Все хорошо, не волнуйся, Обита не будет ревновать», — утешающе пошутила она. Я лишь пожал плечами и выдвинулся вместе с остальными, дав этим двоим пару минут. Шисуи все же просто мальчик, который очень нуждается в понимании, потому что сам изо всех сил пытается понять ужасающий взрослый мир, в который его кинула эта война. Рин прекрасно понимает его чувства, будто бы заботливая сестра или же добрая мама. Она окружает своим теплом всех, кто нуждается в помощи. Думаю, в этом истинная суть медицины. Лечить не только тело, но и душу. Рин это понимает лучше всех остальных. Шиноби скрытой травы не захотели возвращаться вместе, аргументируя тем, что у них полно работы внутри деревни. Учитывая негативный настрой моих подчиненных, я решил, что нахер они не нужны. Поэтому вежливо поблагодарил, на что, конечно, получил лишь презрительные взгляды, однако их капитан все же из вежливости сделал ответный жест, сказав, что отразит успешное окончание миссии в рапорте. Несмотря на такой поступок, я обязательно выскажу недовольство за то, что они напали на Кума. Хоть этот человек и не вызывает у меня доверия, но он шиноби Канохи, а значит наш товарищ. Подобный инцидент может привести к более масштабному конфликту. Надеюсь, что Кума уже прибыл в деревню и ждет нашего возвращения, иначе мне придется искать его. Вдруг эта чокнутая девка нашла и убила его. «Обита, понимаю, тебе сейчас непросто, но...» — сказала Рин, видя мое беспокойство. «Отвлекись хоть на минутку. Смотри, как сегодня прекрасны все эти цветы». Я поднял голову. Со всеми этими мыслями не успел заметить, как уже прошел почти весь путь по деревне. Рин весело пробежалась по полю, с интересом рассматривая растения. Шисуи поддержал инициативу ее, но по взгляду было видно, что его интересовало нечто большее, чем просто любование природой. «Шисуи, твой взгляд даже меня пугает», — проговорил я, чувствуя неловкость. «Простите, капитан, но кое-что мне все-таки не дает покоя», — задумчиво проговорил он, а затем обратился к Рин. «Рин-сэмпай, вы говорили, что неплохо разбираетесь в ботанике». Не сказать, что сильно, но на дежурстве я прочла книгу, которую мне дала Нана. А что, тебя заинтересовали местные растения?» Шисуи наклонился и сорвал красивый цветок. Его лепестки были белыми, но если присмотреться, то можно было заметить красные вкрапления по площади лепестка. «Простите, если я ошибаюсь, но мне кажется, что эти цветы здесь не должны расти», задумчиво проговорил мальчик, отдавая Рин находку. «Знаешь, а ты прав», стремительно ответила Рин, как будто бы на нее снизошло озарение. «Я что-то помню, как же их называют? Клинок предателя». Я приподнял одну бровь в недоумении. И какой кретин стал называть так растение? Почему нельзя придумать что-то более простое? Я бы назвал его белолепестковый краснопят. Хотя, пожалуй, видать, такой же гений, как и я, назвал его. Рин, видя мое недоумение, захихикала и менторским тоном начала пояснять. «Хоть название далеко не научное, но имеет смысл. Говорят, что в давние времена жили два брата-самурая. Они оба руководили деревней, но цели у них были разные.
Старший брат желал мира и гармонии, хотел, чтобы все сложили оружие и познали жизнь без войн. Младший брат считал, что сила важнее, ибо добродушие поражает слабость. Сначала их борьба была неявной, братские споры кончались так же быстро, как и начинались. Но чем старше они становились, тем сильнее и упрямее были их души. В деревне самураев произошел раскол. Тогда старший брат со своими сторонниками посадил эти цветы в знак мира и гармонии и подарил после младшему брату, назвав его честь. Сердце младшего брата растаяло, и он позабыл о своих злых умыслах. Однако его сторонники жаждали власти, поэтому они скомпрометировали старшего брата и рассказали все своему правителю. Младший брат долго не верил, но все же под давлением решил убить своего родственника. Он позвал его на то самое поле под предлогом важной беседы. Само собой, старший брат не отказался прийти, и в момент, когда он стоял посреди поля, в его спину вонзился клинок, капли крови росли белоснежные лепестки. Когда тот повернулся, то увидел младшего брата. Его сердце переисполнилось горечью и обидой, и в гневе перед смертью он воскликнул: «Ты предал все, что мы строили, так пусть мой дар обернется тебе проклятием, все эти цветы станут твоей погибелью». Так он и умер. Младший брат закопал тело и отправился в деревню, но на следующий день его приближенные доложили, что все белоснежные лепестки покрылись красными вкраплениями. Люди, что были в подчинении у младшего брата, стали болеть и умирать один за другим. Те немногие, кто выжили, уничтожали цветы, но последователи старшего брата спасли несколько и унесли их, посадив в местах полных влаги и солнца. Такое вот предание. Я слушал историю словно маленький ребенок, едва не разевая рта. Никогда не подумал, что у цветочка может быть такая интересная история. Тут же я заметил, как Шисуи смотрит на меня. Он странно улыбался, будто раскусил, что история мне понравилась. Я тут же выпрямился, пару раз кашлянул и с видом знатока кивнул головой. «Да, что-то такое и я слышал», – проговорил я ни капельки не фальшиво. Рин с Шисуи переглянулись и захихикали. Черт, они уже определенно совместно готовят против меня свои шуточки. «Значит, этот цветок ядовит?» – спросил Шисуи с долей опаски. «На самом деле нет. Достоверно никто не проверял его свойства. Он растет в местах, где очень тепло и есть много влаги, но на открытых полях его не было замечено уже давным-давно. Да и если верить книге, то ядовитые свойства он проявляет лишь...» Рин замолкла, я и Шисуи насторожились. В моей голове родилась единственная мысль. «Лишь при горении, да?» «Ага. Так уж вышло, что внутри растения содержатся вещества, способные выделять ядовитые пары. Сам цветок навряд ли смог кого-то бы отравить, даже если бы его сорвали». «Тогда у нас вновь появилась зацепка, капитан», – проговорил Шисуи, прикладывая руку к подбородку. «Если Рин-сенпай найдет следы яда именно от этого растения, то мы сможем изготовить противоядие». «Отличная работа, Шисуи», – радостно проговорил я, хлопая его по плечу. «Но откуда ты знаешь об этом растении?» «Не буду врать, что знаю, просто они не вписывались в общую картину. Все растения здесь педантично рассажены группами. Определенные цвета располагаются в четкой последовательности, однако эти цветочки выбились из общего фона. Более того, если их кто-то поджег, то он явно надеялся, что скроет следы своей диверсии. Но живучесть этих растений в сочетании с почвой, способной к быстрой регенерации, не позволили скрыть этого. Здесь работал профессионал, но кто-то спутал ему карты. «И эти кто-то – это мы», – заключил Рин, сделав серьезное и задумчивое лицо. «Чем больше я узнаю, тем больше понимаю, что мы серьезно встряли в то, в чем не должны были быть замешаны. Думаю, наши шиноби были неугодными свидетелями, поэтому от них решили избавиться, и я полагаю, наша новая подруга приложила к этому руку. И если вы говорите, что эта девушка так опасна, то я проявлю максимум осторожности», – проговорил Шисуи, вежливо склоняя голову. «Отлично, сейчас я отправлюсь в дом. Если Кума избежал гибели, то он будет там или хотя бы оставит о себе какую-нибудь весточку. Вдобавок необходимо доложить главе деревни о выполненной миссии. Думаю, мне удастся убедить его, что Кума не виновен в этой ситуации». «А я тогда отправлюсь в госпиталь. Если мне удастся найти противоядие, то есть шанс, что я быстро вылечу наших шиноби», – сказала Рин, решительно сжимая кулачки.
Если вы не против, капитан, то я отправлюсь вместе с Рин-сэмпай. Не хотелось бы, чтобы на нее напали. Кроме того, у меня есть еще пара дел». «Пара дел?» – удивленно спросил я. «Да, я думаю проверить несколько странных теорий. Позже я сообщу об этом». Если ты так говоришь, то я не буду выспрашивать, у меня нет причин тебе не доверять, Шисуэ», – ответил я, слегка колеблясь. «Спасибо. Знаю, это выглядит странно, но думаю, что эта информация может принести нам пользу. Конечно, с моей стороны было бы логично спросить Шисуэ о его планах. Думаю, даже он бы все рассказал. Но я уверен, он знает, что делает. Хотя все же для спокойствия своей души. Шисуэ, ты ведь не затеваешь ничего опасного? Знаю, глупо спрашивать, но порой мы все делаем поспешные выводы. По себе знаю. Не волнуйтесь, капитан, понимаю ваше переживание, ведь вы несете ответственность за нас всех. Я скажу прямо, мне нужно поговорить с Рю и остальными, а также еще выведать информацию об шиноби скрытой травы. И я буду крайне осторожен, да и, как я заметил, никто всерьез меня не воспринимает среди местных». «Вот как? Хорошо, будь осторожен». Глядя на уверенность и спокойствие Шисуэ, мне полегчало. В последнее время я стал мнительным и часто переживаю. Так мы и разошлись. Я со всех ног помчался к нашему дому в надежде встретить Кума. Когда я прибежал домой, то обшарил все комнаты. Ни Кума, ни письма. Ничего. Черт. Неужели эта сука добралась до него? Мне срочно надо спасти его. Хоть он весьма скрытный тип, как и все в Анбо, но Кума наш товарищ, и я не уйду, пока не узнаю, что с ним случилось. Каскад моих мыслей и догадок не давал покоя. Я судорожно перебирал сектора, где мог бы его искать. Помимо этого, нужно доложить о выполненной работе, забрать план нападения как плату, а также навестить Рин и узнать ситуацию с ядом. Учитывая сложившуюся обстановку, все остальные шиноби подняты по тревоге на охрану деревни. Шисуэ занят своим расследованием. Блин, где же все успевающий Какаши, когда он так нужен? Я быстрым шагом отправился в сторону госпиталя. Толпа людей шла с завода. Странно, сейчас ведь полдень. Разве рабочий день не до вечера? Неожиданно среди людей я заметил Шисуэ, который шел рядом с здоровенным мужиком. Я узнал его. Это Айзуру Козуку. Он давал нам продукты. О чем они говорят? Это часть плана Шисуэ? Почему я ничего не понимаю? Они оба стали быстро удаляться в сторону дома Айзуру, и я совсем потеряю их из виду. Стоит ли мне вообще лезть? В эту минуту чья-то рука потянула меня за ворот жилета вглубь переулка. Я уже хотел было активировать шаринган и напасть, но краем глаза заметил каштановые волосы. Повернувшись, я увидел Рин. Ее лицо было весьма беспокойным. Я бы даже сказал, что она выглядела очень напряженной. «Рин, ты чего так резко меня схватила? Прости, просто ты так по сторонам озирался, что мне пришлось затащить тебя сюда», — ответила она, неловко улыбаясь. «Фух, я перепугался. Стоп, а почему ты тут? Разве ты не отправилась в госпиталь? И почему у тебя такое лицо странное?» «Странное? Ой, прости, я просто...» «Просто что? Рин, не томи, расскажи мне». «Понимаешь, в госпитале происходит что-то ужасное», — ответила она слегка надломленным голосом. Ее состояние вводит меня в нешуточное напряжение. Никогда не видел Рин такой озадаченной. «О чем ты?» «Мне кажется, что от нас многое скрывают. Там на нижних этажах я слышала шум. Странный шум, доносящийся из подвала. Может быть, это крысы?» «Убита, какие крысы в больнице? Все же там больных же держат. Санитарный режим, кажется». «Ну да, ты права», — улыбнулся я неловко. «Ты смогла что-то проверить?» «Нет, главный не дал это сделать». «Главный? Тамадачи, что ли?» — спросил я, удивляясь. «Да, Тамадачи-сан яростно следит, чтобы никто из персонала туда не ходил. Может, он и странный, но не думаю, что у него есть злые умыслы». «Понимаю, Обита, но я слышала там стоны. Ты мне веришь?» «Я... Что за вопрос, Рин? Конечно, верю. Но что ты собралась делать?» «Мы должны узнать, что за этой дверью. Ты поможешь мне?» В сердце возникло мутное сомнение. Тайна за тайной, словно клубок, который продолжил увеличиваться. Но взгляд Рин, он выглядел таким умоляющим, будто бы от этого зависела судьба всего человечества. Мне стало жутко не по себе. Наверное, от стыда. «Хорошо, сделаем это». «Спасибо, Обита. Пойдем, я проведу тебя», — ответила Рин, взяв меня за руку. Ее ладонь была необычайно холодной, будто бы она постояла на морозе несколько дней. Мы прибыли на место. Охрана погудела немного, но пропустила нас. Рин не стала терять времени и, дождавшись, когда медсестры пройдут, провела меня в подвал. Темный, сырой. Пролет ужасал и вводил в ужас. Это больница или пыточная? Теперь даже у меня стали возникать вопросы. В конце пути стояла большая фанера, прикрывающая дверь. «И зачем тебя сюда
сюда понесло?» – возмутился я, чувствуя, через что могла пройти Рин. «Здесь клад. Я спускалась за медикаментами, которые нужно хранить в прохладе», – ответила Рин, указывая на коробки у стены. «И услышал резкий звук, но тут пришел Томодачи и отвадил меня». «Ясно. Тут висит замок. Это уже очень странно». «И я о том же. Кто-то идет сверху. Слушай, я отвлеку их на себя, а ты посмотри, что там, хорошо?» Но... «Обита, пожалуйста, я верю в тебя», — ответила Рин, улыбаясь. Что-то мне это все не нравится, но отступать уже поздно. И почему ее слова прозвучали не так тепло, как обычно? Ладно, что-то я задумался. «Хорошо, если что-то пойдет не так, дай мне знак». «Конечно, удачи!» Рин побежала наверх по лестнице, прихватив одну коробку с собой. Послышались смех и звук беседы, и я приступил ко вскрытию замка. Черт, он ржавый какой-то. Что же мне делать-то? Я смотрел цепь. Она была довольно тонкая, поэтому я решил разрубить ее. Вложив все силы в удар и выбрав правильный угол, я взмахнул катаной и перебил злосчастную преграду. Дверь со скрипом отворилась, и резкий звук раздался через небольшой гудок. Рефлекторно я сжал уши, но все же картина, что пристала передо мной, была более странной. Куча людей в форме располагались внутри помещения. Они готовили свое оружие, отдыхали и что-то обсуждали. Все это до того момента, пока я не отворил двери. Я заметил некоторое число лежащих раненых воинов. Группа из 5 человек поднялась со стульев. Я увидел, что на жилете в области плеча у них был рисунок в виде лепестков персикового дерева. «Чужак! Шиноби из Канохи? Надо убрать его!» В эту минуту я вернул самообладание и направил катану в их сторону. «Что тут творится?» «Стойте!» – громко прозвучал голос, до жути знакомый. «Томодачи-сан?» – удивленно спросили бойцы. «Томодачи?» – не менее удивленно вопросил я. «Он нам не враг, это Шиноби, мой друг. Закройте двери изнутри, поговорим потом». «Ну, есть!» – ответили бойцы, закрывая дверь. Я хотел было двинуться к ним, препятствие действию, но Томодачи преградил дорогу и, нахмурив брови, процедил. «Ты какого черта здесь делаешь, Обита?» «Я? Ты лучше объясни, что за подпольную деятельность ты здесь развел, Томодачи?» – ответил я, направляя клинок в его сторону. «Ты направляешь на меня клинок после того, как я защитил тебя? Думаю, у тебя есть интерес оставить меня в живых», – заключил я, не ослабляя внимания. «Ты ответишь на мои вопросы. Прежде всего, где Рин? Думаю, ей будет интересно посмотреть на все это». «Рин?» «Да, она, видимо, давно подозревала о твоих темных делишках. Ты не давал ей сюда пройти. И я, Обита, Рин никогда сюда не спускалась. Даю слово, более того, она отпросилась домой. А про это место, откуда она тогда узнала? Ведь Рин привела меня сюда и...» В эту минуту раздался женский крик. Мое сердце чуть не остановилось. Лицо Томодачи выражало страх. Мы резко рванули наверх, забыв о конфронтации. Первый этаж медсестры указывает пальцем наверх, второй этаж – скопление людей. Я быстро растолкал, давая дорогу себе и Томодачи. В просторной комнате с кучей шкафов, которые были нараспашку, был жуткий беспорядок. Все валялось на полу. Там же сидела молодая девушка, которая тихо плакала. «Тия, что случилось?» – воскликнул Томодачи, подбегая к девушке. «Рин-сан, она...» Девушка вновь перешла на взрыд. В это время прибежали шиноби скрытой травы. Они злобно воскликнули. «Что за херня, Томодачи-сан? Нам сказали, что здесь нападение. Это чертов пес из Канохи?» Я злобно зыркнул на них, а затем перевел взгляд на девушку. Та слегка вздрогнула и отрицательно покачала головой. «Нет, это медик из Канохи. Рин Нахара. Она украла лекарство. Я пыталась ее убедить, но она лишь оттолкнула меня и помчалась прочь». Мое лицо наполнилось ужасом. Томодачи тоже опешил. Его руки лихорадочно затряслись. «Это ложь!» – крикнул я. «Рин не могла так поступить!» «Заткнись, твое мнение тут не учитывается!» – крикнул шиноби скрытой травы. «Томодачи, скажи им!» – вновь громко сказал я, хватая его за куртку. Это было бесполезно. Он находился в полном шоке от всей этой ситуации. «Надо поймать беглянку! Если окажет сопротивление, мы ее убьем!» В эту секунду мое сердце заполнило ярость. Слова этих людей больно ударили в часть моего воспоминания. Я уже чуть не потерял Рин и не позволю этим уродам убить ее. «Если, – тихо начал я, – хоть один волосок упадет с ее головы, вы все умрете».
Мой голос звучал зловеще, настолько, что шиноби схватились за свои кунаи. Я смотрел присутствующих своими красными глазами. Быть может, их командир был прав, говоря, что страх перед учихами всегда был нашим преимуществом. Медсестры смотрели на меня не столько с ненавистью, сколько с долей понимания. Видимо, они знали, что для меня значит Рин. Мне стало не по себе от собственной ярости, поэтому я продолжил чуть спокойнее и сдержаннее. Я сам ее поймаю, даю слово, и верну все, что было украдено. С чего нам тебе доверять, щенок? Добряк из Конохи не врет, сказала медсестра, скрещивая руки. И ему можно верить? Да, подтвердила другая. Тамадачи-сан, что вы скажете? Доверьтесь, Обита, тихо проговорил он, склонив голову. Он лучше всех знает своих напарников. Ладно, но мы пойдем с тобой, чтобы вы не успели сговориться. Если ты не врешь, то у нас не будет причин подозревать тебя. Хорошо, тихо процедил я. Мы выпрыгнули в окно и отправились в погоню. Продолжение следует.